Эй, народ, думаете, вы уж точно все знаете о WWE рингах и их героях? А вы когда-нибудь задумывались, каково это – стоять напротив настоящей горы мышц, чьи удары могут пошатнуть даже самых крепких? Сегодня расскажу о тех гигантских легендах, которые доминировали на аренах. Но их истинная борьба начинается за кулисами, вдали от света софитов. Их путь – это не просто борьба за титулы, но и за собственную человеческую сущность. Сегодня вы узнаете, с какими трудностями сталкиваются эти гиганты, когда никто не видит. Готовьтесь услышать истории, которые ведут к непредсказуемым развязкам. Леон Уайт, более известный как Вейдер, при весе 449 фунтов и росте 6 футов 4 дюйма. Хоть и не был самым тяжелым рестлером в американской истории, но считался одним из самых травмоопасных. Это распространенная проблема среди бойцов, пришедших в рестлинг из американского футбола. Он не был обычным толстяком, а представлял собой настоящего силовика, скрывавшего под слоем жира впечатляющие мышцы, что делало его выступления зрелищными для зрителей и болезненными для соперников. Его спортивное ожирение позволило ему оставаться активным на ринге на протяжении долгих 30 лет, с 1987 по 2017 год. Значительную часть своей карьеры он провел в крупных промоушенах WCW и WWE, став известным в поп-культуре. Ожирение не обошлось без последствий для здоровья Уайта. Всю жизнь он страдал от проблем с сердцем и коленями, усугубляемых его любовью к опасным прыжкам. Вейдер умер в 2018 году от сердечного приступа в возрасте 63 лет. На протяжении большей части своей карьеры Крис Поларес, известный как Кинг Конг Банди, весил около 445 фунтов, но в лучшие времена его вес превышал 462 фунта при росте 6 футов и 3 дюйма. В 80-х годах 20 века он был одним из самых узнаваемых супертяжеловесов в рестлинге. В отличие от Вейдера, Банди не стремился маскировать свою внешность и предпочитал вести медленный силовой бой. Благодаря такому подходу его карьера продолжалась целых 20 лет, с 1981 по 2007 год, с 6-летним перерывом. Кинг Конг Банди добился известности в WWE, но так и не завоевал ни одного титула в этом промоушене. Банди скончался в 2019 году от осложнений, вызванных диабетом, в возрасте 63 лет, как и Вейдер. Еще до начала карьеры в рестлинге, в 1985 году Джона Тента перебрался из Канады в Японию, чтобы заняться сумо. Он достиг значительных успехов, одержав победы во всех 24 поединках за 9 месяцев. Однако вскоре Тента принял решение завершить карьеру. Позднее он признался, что никакой другой спорт не вынуждал его настолько издеваться над собственным телом. Вес Джона достигал 467 фунтов, а рост – 6 футов и 6 дюймов. Тента быстро нашел свое призвание в рестлинге, сначала в Японии, затем и в США. Основную часть своей карьеры он провел в WWE, где однажды стал командным чемпионом. Джон Тента ушел из жизни в 2004 году в возрасте 42 лет из-за рака мочевого пузыря. Родившийся на Гавайях, Чедвик Роуэн также увлекся сумо. Он настолько погрузился в этот спорт, что принял японское гражданство, изменил имя и достиг высшего титула, став одним из самых тяжеловесных йокодзунов в истории. Он весил 514 фунтов при росте 6 футов 7 дюймов. Однако широкую популярность он приобрел благодаря своему выступлению на шоу WWE WrestleMania 21, где Акебона одержал победу над гигантом Биг Шоу по правилам сумо. Всего в американском промоушене Акебона провел 3 боя, после чего вернулся в Японию. Там он продолжает активно участвовать в соревнованиях и даже пробовал силы в ММА и кикбоксинге. Средний вес Нельсона Фрейзера колебался в пределах 485 фунтов, но на пике карьеры он приближался к отметке в 573 фунта. При этом его рост составлял 6 футов 8 дюймов. Его карьера длилась с 1991 по 2013 год. За это время он успел поработать в различных промоушенах и завоевать множество титулов. Однако наибольшую известность он получил в WWE, где запомнился своим устрашающе злобным образом Висцера. В WWE он сумел завоевать командное чемпионство, хардкорный титул и даже стать королем ринга в 1995 году, что обеспечило ему место в истории. Нельсон Фрейзер скончался в 2014 году от сердечного приступа. На протяжении всей жизни он страдал от высокого кровяного давления и диабета. Из-за этого в последние годы он перешел на строгую диету и похудел до 397 фунтов.
Хоть Йокодзуна и играл роль сумоиста, на самом деле он никогда не занимался этим видом борьбы. Родни принадлежал к самоанскому роду Аноай. Однако образ Йокодзуны оказался настолько удачным, что начиная с его дебюта в WWE в 1992 году он оставался, вероятно, главным толстяком в рестлинге. Он весил целых 589 фунтов, а его рост составлял 6 футов 3 дюйма. В компании он дважды завоевывал командное чемпионство, побеждал в турнире Royal Rumble и дважды становился главным чемпионом WWE. И никто не приземлялся на противников своей массивной задней частью тела так эффектно, как Йокодзуна. Родни умер в 2000 году от отека легких, его смерть была внезапной и напрямую связанной с его экстремальным весом. На момент смерти ему было всего 34 года. Уильям Колун изначально работал циркачом, демонстрируя трюки с тюками сена. Отсюда его сценический псевдоним и образ деревенского парня поистине гигантских размеров, весом 602 фунта и ростом 6 футов и 3 дюйма. В профессиональный рестлинг Колун ворвался в 1956 году. Большую часть своей карьеры он провел в небольших региональных американских промоушенах, но со временем пробился и в WWE, где даже удерживал командное чемпионство. Уильям чаще всего выступал в команде. Нередко он выходил на ринг вместе с другими великанами и тяжеловесами. Обычно он занимал второстепенные роли в мидкардах, но все же оставил след в памяти поклонников рестлинга того времени. В 2003 году WWE даже включили его в список 50 величайших рестлеров всех времен. Сток Сена завершил свою карьеру в 1980 году. Причиной стал его чрезмерный вес. В 1986 году из-за диабета он потерял левую ногу, а в 1989 году умер от осложнений этого заболевания. Ему было 55 лет. Гора Майк не столь известен, как Йокодзуна или Кинг-Конг Банди, поскольку свою карьеру он начал в эпоху, когда рестлинг только начинал превращаться в глобальное развлечение. Он выступал на ринге в течение 10 лет, с 1967 по 1977 год. Майку довелось выступать в одной команде со Стогом Сена. Их суммарный вес составлял невероятные 1212 фунтов, из которых на Флетчера приходилось 624 фунта. Рост же его составлял 6 футов 3 дюйма. Гарри Флетчер, увы, погиб довольно нелепо. После окончания карьеры рестлера он устроился водителем автобуса. В 1988 году, отодвигая водительское кресло, он случайно порезал себе ногу. В ране развилась стафилококковая инфекция, осложнившаяся диабетом Флетчера. От этой инфекции в возрасте 47 лет он и скончался. Судьба Майкла Станко поистине трагична. Он был настолько огромным, что не мог выполнять зрелищные приемы или двигаться неожиданно быстро. На ринге он действовал как максимально медленный силовик. Да и как можно быть стремительным при весе в 650 фунтов и росте 6 футов? Тем не менее, у него все же была своя харизма, и во всех независимых промоушенах, где он выступал, Станко играл роли бессовестных злодеев. Несмотря на свой экстремальный вес, его карьера продолжалась более 10 лет, с 2001 по 2012 год. Завершением его карьеры стал рак толстой кишки, с которым Майкл боролся 3 года. Когда стало понятно, что жить ему оставалось немного, и никакие методы лечения уже не помогут, он организовал онлайн-сбор средств на собственные похороны. Нужно было собрать $5000. К моменту его смерти необходимую сумму так и не набрали, и Майкл умер в возрасте 47 лет. Хэппи Хамфри дебютировал на ринге в 1953 году и до сих пор остается самым тяжелым рестлером в истории. В среднем его вес составлял 802 фунта, но на пике он превышал 882 фунта. Ростом же он был небольшим для такого веса, всего 6 футов. Избыточный вес определил его карьеру, которая длилась почти 10 лет, но Коббу было нелегко справляться с этими трудностями. Несмотря на это, он был настоящим профессионалом в своем ремесле. Никто не умел лучше Хамфри принимать удары и правильно падать на ринг. Кобб завершил карьеру из-за проблем, связанных с весом. Тогда он решил заняться своим здоровьем. За 2 года Хэппи Хамфри похудел до 231 фунта и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. В 1989 году Кобб умер от сердечного приступа. Ему было 62 года. Но не только мужчины-рестлеры отличались внушительными размерами. Женщины-бойцы тоже им не уступают. К сожалению, мне не удалось найти информацию о самых тяжеловесных борцах, ныне живущих. С женщинами получилось гораздо лучше. Итак, смотрите, кто в списке. Самая выдающаяся и тяжелая рестлерша в этом списке –
Тея Стивенс, настоящее имя которой Ирина Карма, появилась на свет 4 сентября 1977 года в городе Карсон, штат Калифорния, и начала свою карьеру в промоушене GJ в 2004 году. В 2007 году она дебютировала в TNA под именем Невероятная Конг, где за 3 года смогла добиться значимых достижений. Ее вес составляет 287 фунтов, а рост – 5 футов и 8 дюймов. В 2010 году она перешла в WWE, где сменила имя на Карму. Через год ей пришлось уйти из-за беременности. Возвращение Кармы состоялось в 2012 году на мужском Royal Rumble, но вскоре WWE прекратили сотрудничество с ней. В 2015 году она возобновила карьеру в TNA, а в 2016 году завершила ее. В 2019 году Карма вернулась на арену, заключив контракт с AEW, но 2 года спустя окончательно ушла из профессионального рестлинга. Савелина Финин родилась 29 мая 1984 года в Сиднее, Австралия. Она является родственницей Дуэйна «Скалы» Джонсона. До начала карьеры в рестлинге Финин занималась модельным бизнесом в категории плюс сайз, для которого у нее вполне соответствующие параметры. Вес 264 фунта, а рост 5 футов 8 дюймов. В 2014 году она подписала контракт с WWE. Свой дебют на ринге Савелина совершила 7 мая 2015 года на шоу NXT под именем Зада. В августе того же года ее рингнейм изменился на Наю Джакс. В марте 2018 года Джакс столкнулась с предательством со стороны лучшей подруги, которая занимала пост чемпионки женского дивизиона. Джакс отомстила ей 8 апреля 2018 года на WrestleMania 34, одержав победу в борьбе за чемпионский пояс WWE Raw среди женщин, что стало ее первым крупным достижением в карьере. Спустя месяц она успешно защитила титул в матче-реванше. В эпизоде Raw от 3 августа 2020 года Ная Джакс была отстранена от участия в WWE на неопределенное время из-за нападения на сотрудника WWE. На Payback Джакс и Баслер выиграли командные титулы, обеспечив Джакс ее первый командный титул и второй в составе WWE. Контракт с WWE был прекращен 4 ноября 2021 года. В 2023 году она вернулась в WWE. Финин принимала участие в 7-м сезоне реалити-шоу Total Divas. В 2024 году она завоевала титул королевы ринга. Кимберли Бенсон родилась 6 мая 1991 года в Килбирне, Шотландия. Она заключила контракт с WWE, где выступает на SmackDown под псевдонимом Пайпер Нивен. Ее параметры достаточно впечатляющие. Вес 220 фунтов, при росте 5 футов 6 дюймов. Бенсон начала свою карьеру в Великобритании в независимых промоушенах под псевдонимом Viper, а также выступала в американском независимом промоушене Shimmer Women Athletes и в Японии в World Wonder Ring Stardom. После участия в Mae Young Classic 2017 года в 2019 году Бенсон подписала контракт с WWE. С 2021 по 2022 год она выступала под псевдонимом Дудроп, прежде чем вернуться к своему первоначальному имени. Кимберли Бенсон была чемпионкой Artist of Stardom, двукратной чемпионкой International Championship Wrestling среди женщин, чемпионкой Southwestern Association of Wrestling и двукратной чемпионкой WWE 24/7, а также чемпионкой WWE среди женщин в парном дивизионе. В мире спорта встречаются различные типы борцов рестлинга. Одни из них выделяются своей скоростью, другие – ловкостью и мастерством. Но есть и те, кто привлекает внимание своей внушительной физической мощью. Эти спортсмены отличаются от всех остальных своими габаритами, которые зачастую делают их уникальными и помогают завоевывать победу. А теперь, друзья, я хочу вам сделать очень интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. На сегодня это все. До скорой встречи!